Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Благодарю. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что расклады общие. И более того, что вне зависимости от кого бы то ни было и чего бы то ни было, в том числе и от результата этого расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что говорит о тебе прямо сейчас. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если, девочки, резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, хитрая лисичка. Сейчас будем уточнять, это вы или ваше какое-то окружение, ближайшее или не очень. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Кто-то вам свинью подложил. Надеялись на одно, на что-то. Так, так, девочки. Так. Что ж такое? Хитрая лиса. Это вы у меня проигрываетесь? Это шансы вы с кем-то хотели взять. Так, подождите. Это чё? Тут какой-то хитрый мужчина, я вам хочу сказать. Вы хотели с ним шанс взять, ну, может быть, любовную историю какую-то. А мужчина тут почувствовал как будто бы силу какую-то, то ли над вами, то ли в принципе. Вот тут как по карте всадник и карта марионетка. Мужчина почувствовал, как будто бы вы в нем, не знаю, как сказать, ну, не обязательно влюблены, но заинтересованы в нем. Может быть, он прочувствовал, что, знаете, как будто бы вы заинтересованы в нем больше и в построении отношений с ним, чем он в этих взаимоотношениях. Может, еще он не созрел, да, для них. Но тут всадник — это желание прискакать, получить все, что он хочет, и ускакать дальше. Тут какая-то такая история. В принципе, показано, что он хитрый довольно-таки. Эти шансы вы воспринимали по одному. Ну, одни шансы, да, вот планировали с ним взять. А тут карта освобождения. Не получилось. Может быть, длительное время, как в лабиринте блуждали, не понимали, кто мы друг для друга и вообще к чему это все идет. Тут бездействие. То ли мужское бездействие, да, было в плане, не обязательно он брал ответственность за эти отношения, может быть, или непонятно, он как будто бы не выводил их ни на какой новый уровень. Вот тут что-то такое, может быть, девочки, проиграться. В принципе, почувствовали себя в один момент, как та марионеточка, как какая-то куколка, да, вами манипулирует, как куклой Вуду. Может быть, почувствовали, что вы уже не сами творите свою судьбу, а вами как управляют. Сама по себе, по карте принцесса, девушка всем хороша. И внешние данные, интеллект, все в порядке. Романтичная натура. Тут где-то вот эта история, она окутана каким-то еще волшебством. Может быть, мистика отчасти. Тут все-таки это карта феечки. Так, вот это не могу понять. В чем это? Это вы в таком состоянии? Тут как будто бы вам по полной прилетело. Где-то, может быть, за вашу доверчивость, наивность и желание, может, открыться с этим мужчиной. Может быть, правда, ну, как бежали впереди паровоза, очень хотели именно с этим мужчиной отношения. Ну, тут карта доступности. Я не хочу так некрасиво говорить, чтобы слишком вы были для него доступны. Ну, девочки, это когда мы влюбляемся, знаете, как правило, очень трудно выстраивать какие-то там разумные взаимоотношения, когда крышу сносит, и ты влюблен в человека, и тебе хочется сразу одарить его всем и любовью, и вокруг этого человека создавать какой-то оазис из всего прекрасного. Конечно, вполне вероятно, мужчина считал, что вы ради него готовы на очень многое, и в
в принципе, да, в том числе готовы, может быть, закрывать глаза на какие-то интересные моменты. Вот тут что-то такое, тут как будто бы история о том, что женщина, ну, слишком дала мужчине понять, что он для нее дорог, ценен, важен, а мужчина мог тут этим воспользоваться и как-то очень некрасиво себя повести. Свинью подложили. То есть история могла любовная сложиться красиво, но ну, как будто бы не в то время, не в том месте отношения строились, или же изначально как будто бы, ну, как будто неправильно они изначально могли быть выстроены, эти отношения. Вот тут что-то такое, девочки. Может, кстати, ни с одним другим мужчиной вы так себя не вели. Я имею в виду, другого послали бы эротические дали, если бы он там как-то себя так проявился, повел себя, а этому могли многое прощать, закрывать глазки опять-таки. Почему-то мне тут вот после вот этой вот, скорее всего, какой-то истории, ну тут мужчина изначально у меня как хитрая лисичка, тут по повешенному, он же утопленник, какое-то состояние такое, знаете, ну, понятно, что уже мало кому-то верите, мало верите вообще в светлое, добрые взаимоотношения с мужчинами. В принципе, шансы как будто бы даже особо не готовы давать. Сейчас какое-то такое отношение, будто бы хотите как минимум обезопасить себя. Не хотите больше повторения вот этих вот негативных сценариев в своей жизни. Так. Как будто бы наложил отпечаток, да, то, что мужчина по карте воин, он разрушил взаимоотношения, не созидал их, не вкладывался, так как бы, может, вы их планировали или хотели, а скорее разрушил. Наказание. Эта любовная история для многих обернулась не эйфорией, не счастьем, а каким-то наказанием. Вот такая у меня сигнификация, девочки, вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто и что говорит о вас прямо сейчас? Кто о вас говорит? И что этот человек о вас говорит? Кто о вас говорит? И что этот человек о вас говорит? Кто о вас говорит? И что этот человек о вас говорит? Кто этот человек и что он о вас говорит? Кто и что? Начинаем. Кто и что о вас сейчас говорит? Кто? Для начала поймем, это мужчина или женщина. Так, уточним. Итак, это мужчина или женщина? Кто у вас говорит? Мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Дьявол. Кто у вас говорит? Это мужчина? Мужчина говорит о вас сейчас. Мужчина по карте император. Ну, как минимум, то ли он управляет какой-то империей, то ли претендует на то, чтобы, ну, знаете, говорит так, у меня империя, там, претендует на то, чтобы быть этим императором. Так, может быть, несет ответственность за кого-то, за что-то, за, может быть, у него, там, как это сказать, может, у него род деятельности, да, он там начальник какой-то, фирмой какой-то управляет, ну, не обязательно. Или же, в принципе, склад такой, знаете, у него характер какой-то такой. Может, любитель поучать, доминировать. Многих, может быть, элементарно не свободен, кстати, мужчина. Что-то у него по десятке мечей сейчас какие-то проблемы могут быть в жизни, как у многих из нас. Так, о чем это?
связанные, кстати, с его эгоизмом. Смотрите, тут еще какая-то женщина, может быть, по карте воительницы с мечом. Женщина к нему то ли холодна, то ли держит его на расстоянии, в принципе, вот так как-то. Тут что-то такое. Скорее всего, по десятке мечей отношения с ней то ли закончены, то ли такое троеточие. Так, мужчина чему-то постоянно обучается в процессе. И, кстати, привык побеждать. Ему бы очень хотелось быть победителем. И ради победы готов на очень многое. Опять-таки, по дьяволу, такой человек может пойти по головам. Это я так ласково сказала. Вот такой мужчина. Мужчина, кстати, говорит о вас, да, этот мужчина. Знаете, такое ощущение, как будто бы этот мужчина мог чувствовать себя, ощущать вот это счастье, вот оно так близко-близко. Ну, как будто бы вот это желание быть счастливым, оно как желание присутствует, но никак не может это счастье словить, если можно сказать. Тут вечная невеста, как будто бы он постоянно ему что-то мешает быть счастливым. Вот мне так идет. Вот тут вроде запланировал, вроде все классно, но тут какой-то форс-мажор опять и снова. И то, что он там не может учесть, как будто бы. Так, механизм неравенства. Так, какой мужчина? Какой мужчина? Короче, какой-то мужчина тут, знаете, такой может, кстати, у него окружение быть настолько разношерстным. И тут еще такой нюанс с людьми, с которыми он как будто бы не знаю, как-то на одной ступени, да, может быть, социальный уровень, может, материальный. Может, тут как будто бы ему не очень комфортно. Я уже не знаю, что так. Что-то как-то так странно. Или он как будто бы пытается дотянуться до какого-то уровня и никак не может дотянуться до этого уровня. Вот тут такое тоже. Но скорее больше как материально. Так. Так иногда проигрывается, когда люди очень хотят стать частью какой-то схемы, системы, влиться в нее, клановость какая-то, может быть. Люди как будто бы с каким-то определенным образом, тут материальным. Вот как будто бы он пытается туда вот дотянуться, влиться в это все. Не знаю, все равно что-то как будто бы не совсем у него это получается, не в полной мере. Так, ладно. Может быть хорошим другом, кстати. И может пытаться в эту систему как пролезть через друзей. Вот тут такое, как будто бы заводить друзей, вот для того, чтобы в эту какую-то схему, систему больше влиться быстрее. Через, кстати, может быть подарки, презенты. Вот такое вот. Для него как будто это мечта, идея X-фикс. Так, некоторые могут злоупотреблять, карта пьянства. И тут прямо ковы. У кого-то это проблема, у кого-то это как... это у кого-то как прям пороки. Да, вот тут порок такой. Пьянство. Так, смотрите, карта полет. А у кого-то это прям, знаете, уже как какой-то как ритуал. Пока может не обязательно там он там прям с утра до вечера не просыхает. Но пока как будто бы там не выпьет 100 грамм, допустим, вечером, да, не может расслабиться. У кого-то такой ритм жизни, тут карта механизм, он себя тоже ощущает как винтик какой-то большой системы. Вот тут что-то такое, как будто бы все взаимосвязано. Где-то он даже не может, наверное, выйти из этой системы, вырваться. Как будто бы уже он в каком-то ритме работает определенном. У кого-то тут прям на износ может работать. Но при этом материально человек, скорее всего, зарабатывает, стремится зарабатывать.
может быть довольно-таки амбициозный, кстати. И вот постоянно себя с кем-то он сравнивает. И в этом сравнении он проигрывает. Вот не знаю, почему так. Тут как-то так. Так вот, он может тут, знаете, снимать стресс при помощи кто-то алкоголь, ну, какие-то еще, может быть, зависимости. Чтобы он, если раньше он мог почувствовать вот это ощущение полета, радости, раскрепощенности, не знаю, какой-то, ну, в прямом смысле, полет, крылья как расправил. Умел он это ощущать. То сейчас вот будто бы ему нужно то ли прибегнуть к алкоголю, то ли еще к чему-то, для того, чтобы вот расслабиться. Не знаю, какие странные карты на этого мужчину сегодня. Так, бегом. И, собственно, что этот человек о вас говорит? Мужчина, что он о вас говорит? Говорит о том, что невозможно с вами построить какие-то мостик, какие-то планы, какие-то проекты общие, будто бы вы друг для друга то ли потеряны, утрачены возможности с вами выстроить отношения даже. Вот тут так. Возможно, из-за чего, тут карта преграда, ну, скорее всего, может говорить о том, что и вы агрессивны. Не то, что там агрессивно, тут как будто бы вы уже с каким-то предубеждением на него смотрите. Вы тут держите оборону, это рамочки, границы, этот кинжал впереди себя. Но он говорит о том, что вы тут уже проигрываете себя как женщина, которая ждет какого-то подвоха. Ничего хорошего, может быть, от взаимоотношений с ним или от него не ждет. Ну, тут как 100% как будто бы не готовы вы выстраивать эти какие-то тут мостики. Это какие-то планы, это конкретно что-то уже. Это не просто мечты. Тут как будто бы вы 1000 раз будете присматриваться и, повторюсь, ожидаете подвоха даже от этих каких-то планов. Так. Говорит о вас, что вы как большой ребенок, жизнерадостный сама по себе, где-то доверчивая, я в принципе, вот это в отношении него, вот вы как будто бы вот с этим мечом уже наперевес, в отношении него вы лишний раз будете перепроверять информацию, пытаться себя обезопасить. Смотрите, такое интересное сочетание. Ребенок, у которого есть свои убеждения, четкие, от которых вы не отходите. При этом очень соблазнительный, по ящику Пандоры. Его влечет к вам. Он до конца вас не может раскусить. Зачем меня кусать? Да. И тут сейчас я уточню. Ну, не знаю. Может говорить о том, что в принципе вы с ним, начав то ли коммуницировать, то ли попытавшись с ним выстроить какие-то отношения, вы как отчасти пошли на сделку, я не знаю, то ли с совестью, то ли в принципе как будто бы тут сделка, она такая сделка как с дьяволом, своеобразная. И тут как рядом карта всадник. Это характеризует мужчину, который по нижним чакрам проявляется. Приехал, там, увидел, получил, да. Как будто бы может говорить о том, что вы сами по себе, может быть, женщина, для которой очень важно там стабильные взаимоотношения, или с одной стороны какая-то открытая, доверчивая, как ребенок, с другой стороны у вас есть тут ваши какие-то убеждения, и в принципе вас трудно как будто вовлечь в какие-то вот такие, знаете, легкие истории. Ну, скажем так, по нижним чакрам, как будто бы с вами просто дружить организмами или периодически встречаться, да, так, или секс по дружбе. Но это вообще не ваш вариант. Может говорить, знаете, о чем? О том, что как будто бы он то ли, как, ну, я не буду говорить, тут он прям вас совратил, да, нет, тут как будто бы ради него вы могли то ли как исключение сделать из правил, да, давайте так сделаем, скажем, или в принципе неожиданно для самой себя вы могли влюбиться, и карта шторм, тут эмоциональные качели, как будто бы где-то вы, ну тут ящик Пандоры, еще искушение, соблазн, может быть, настолько увлеклись им, и для вас это не характерно, может быть, вот, да, вот в себе разрешать вот там
какие-то, ну вот опять-таки эти эмоциональные качели, опять-таки какие-то увлечения, страсть, которая накрывает с головой, как будто бы это вообще, ну как будто бы не совсем ваше, вы другая, вы как будто бы с одной стороны тут открытая, да, вот такая, с другой стороны с четкими убеждениями. А вот это вот какая-то страсть роковая, то ли вас накрыла, то ли вас, именно вас, с ним или конкретно вас. Вот. Ну, в общем, можно говорить о том, что после вот этих всех непростых взаимоотношений, карта шторм, эмоциональных этих качелей, разочарований каких-то, может быть, страстей, сейчас вы вновь возвращаетесь к своим прежним, как истокам. По карте баланс пытайтесь эту гармонию восстановить, баланс вернуть. Как будто бы вот, знаете, как-то он может рассказывать, говорить о том, что наша встреча, вот ваша с ним, как-то перевернула мир, его, ваш мир перевернула. Он это понимает, как будто бы не зря вы встретились. Другое дело, вот эти шансы, как будто бы они взяты были то ли неправильно, то ли какое-то обесценивание произошло. Будто бы вы уже тоже с каким-то таким предубеждением на него смотрите. И ничего хорошего не ждете. Вы тут тоже об этом. Какая-то любовная история, она была дана, это страсть. Может быть, как будто бы шансы прожить это по-другому вам давались. А может, изначально, в связи с тем, что тут карта убеждения, могли быть отношения, в которых то ли третьи лица изначально задействованы, или вообще отношения трудно реализуемые. Поэтому как будто бы невозможно изначально было эти отношения выстроить так, как, может, хотелось бы и вам, и ему. Тут тоже об этом. В любом случае, он видит вас женщина, которая сейчас, может быть, успокоилась, взяла себя в руки во всех смыслах, где-то занялась своей жизнью, кто-то карьерой. Тут, в принципе, как будто ваше состояние после вот этого вот какого-то сумасшествия, эмоционального, может, выгорания, тут сейчас вы приходите в эту гармонию, в баланс. Вот такой у меня сегодня расклад. Вот об этом он говорит, этот мужчина. Все, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.